Она же просила. Господи, как же ты выбралась-то, а? Коля? Коля, ты чем здесь занимаешься? Ты что, с ума сошел? Прости, Милена. Очень хотелось есть. Мясо? Коль, подожди. Ну, мы же столько раз с тобой это все обсуждали. Скажи мне, если тебя не устраивает питание в нашем доме, ну, со мной же можно поговорить, да? Для меня твои чувства… У меня сейчас только одно чувство. Чувство голода. Я так чувствую. Я понимаю, что жизнь с психологом накладывает некий отпечаток, но тебе совершенно не обязательно все время повторять. Я так чувствую. Я думал, ты меня так лучше понимаешь. Ты знаешь, у меня завтра очень тяжелый день. 3 серьезных клиента. У меня тоже. Тоже 3 клиента? Нет. У меня просто сложный день. У меня завтра исполняется 43 года. Это я так отвечаю тебе на твой вопрос. Да, это, конечно, я помню прекрасно. Я даже тебе собиралась кое-что приготовить на ужин. Вяленый алтайский папоротник. Смешно. Знаешь, Коль, все-таки ты мог бы мне сообщить, что внутри тебя скопилось какое-то недовольство, которое бурлит. Кипит. А, кипит. Чайник кипит. Ты знаешь, Коль, нам надо поговорить. Теперь точно можно идти спать. Ты знаешь, эта черепаха, она опять как-то выбралась, и я чуть на нее не наступила. Это я ее выпустил. Ты? Содержательно. Что варишь? Успокоительный сбор. Полночи сегодня не спала. Почему? Почему? Да я у тебя хочу спросить. Почему ты мне не напомнила, что у отца сегодня день рождения? А что, разве должна была? Да. Лично я подарок купила. Эгоистка. Доброе утро. Что за амбре? Мама пытается успокоить свою совесть. Не получится. Вот, поешь лучше нормальной еды. Мам, ну сколько можно говорить? Молочное закисляет организм. Так я готова закислиться. Где новорожденный? Уже ушел. Как он тебя терпит столько лет? Он меня любит столько лет. Кстати, сегодня праздничный ужин. Готовить буду я. Ты? Возражения? Никаких. Боюсь, они появятся у именинника. Мам, я, кстати, хотела с тобой серьезно поговорить. Да. Мне нужна твоя квартира. Для свиданий? Господи. Для клиентов. Ну, в общем, так получилось, что я… Ну, в общем, я ушла без консультации и хочу принимать на дому. Нет, но я знала, что импульсивно, но что до такой степени уйти из лучшего консультационного центра в городе. Это просто верх недальновидности. Мам, а ты сколько раз ты сама лишала себя звездных ролей? И из-за чего? Из-за любви. И все складывалось неудачно, а потом сплетни эти. Ага, Да. сплетни. А сейчас что? Ну что это за, прости господи, народный театр? Это хобби. Я еще блесну в главной роли, как прежде, ты увидишь. Хорошо. У вас что, пожалуйста? Спасибо.
Добрый день, дамы и господа. Не ради денег, но вашего удовольствия для звучит эта песня. Ты нравишься мне, по двору проходящей, с зонтом или без, ничего не решает. Ты нравишься мне, когда, сидя в кресле, ты глядишь в потолок или просто читаешь. Ты нравишься мне, восхищенной и гордой. Ты нравишься мне, за живое задетой. Ты нравишься мне и в погоду ненастье. Ты нравишься мне и на фоне портретов. Слушай, мешаешь. Прекрасно не может мешать. Тогда ты прекрасная, пой, пожалуйста, на задней площадке. У нас свободная страна, каждый поет где хочет. Ладно, сколько? Сколько вешать граммов, сколько веревочки не виться, сколько колец у Сатурна, Нет, что именно сколько интересует я мадемуазель? должна заплатить, чтобы ты прекратил свое мартовское завывание? А ты правда считаешь, что можно в презренном металле оценить высокий эквивалент искусства? Да запросто. Господин кондуктор, тут народный музыкант желает оплатить проезд. Музыку не любишь, да? Такая симпатичная и такая недобрая. Нехорошо, барышня, нехорошо. Композитор. Оплачиваем или выходим? Да выходим, выходим. Сергей, останови автобус! Скажи-ка, дядя, а чего девушки нашего города такие жестокие? На улице тебе все объяснят. Да? Всем спасибо, что прослушали. Отличного настроения, хорошего дня. И тогда я, совсем еще девчонка, решила бежать на край света за ним, за человеком, с которым провела всего одну ночь в лаборатории. Извините, пожалуйста, а что имеется в виду? Как она провела эту ночь в лаборатории? В смысле? Ну, Это несущественно. Вот сейчас это абсолютно несущественно. ну как же это несущественно? Мы же должны понимать, что мы играем. Вы? Я? Вот вы как раз ничего не играете. Вы исполняете второстепенную роль, эпизодическую, начальника ОТК. А, кстати, зря. Я, между прочим, здесь единственная профессиональная актриса. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте, мой дорогой. Уважаемые дамы, разрешите вам представить нашего единственного, можно сказать, мужчину и будущего исполнителя главной роли, Иван Александрович. Иван Александрович, ну, наконец-то. Здравствуйте, Казимир Эмильевич. Вы знаете, я хотел сказать, я тут подумал, что я не справлюсь. Бред. Бред и чушь. Я пойду, пожалуй. Мы вам поможем. Мы вам поможем. Я и вот это ваша очаровательная партнерша. Вот вы посмотрите. Это вы? Это правда вы? Ведь вы же Элеонора Павловна Бекетская. Ну, конечно. Конечно, голубчик, вы не ошиблись. Это я. Ой. Элеонора Павловна, боже мой, как вы здесь? Сыграть с вами на этой сцене – это такая честь для меня. Ах, ну вы, конечно, исполняете главную роль. Боже мой, вы будете моя партнерша по сцене? Короче, я ее спрашиваю, какой? Высокий, светленький или темный? Шатен, немного седины на висках. А Валька сказал, он студент. Доцент. Погоди, о ком мы говорим? О моем увлечении. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Когда у вас занятия заканчиваются? Я хотела вам показать свои рисунки и вот реферат по Ван Гогу. Полиночка, я просил вас, чтобы вы мне сдали реферат прямо на занятии.
А вернее, просил бы вас не преследовать меня, я женат. Вы разведены. Послушайте, но я вас старше. Ну ничего, 15 лет, Дмитрий Игоревич. Но я ваш преподаватель. Я уйду из универа. Я устал. Полина, найдите себе уже достойного Ну а что, юношу. если я уже нашла? Ну, Это вы. Господи. Офигительно. Офигевший. Вы поймите, ведь в браке главное что? Что? Умение слушать партнера, уважать его чувства. А мои чувства он должен уважать? Но начинать надо всегда с себя. Надо себя спросить, что я могу изменить в создавшейся ситуации. Понимаете? Надо определить зону собственной ответственности. Нет. А что я могу изменить, если он баб приводит прямо к нам домой? Для начала надо решить, хотите ли вы сохранить ваш брак. Да. И вы готовы прощать мужа. Да. И даже то, что он приводит барышень прямо к вам домой? Я люблю его. Ну, и это прекрасно. Да. Правда. Вы успокойтесь. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Хорошо? Давайте, расскажите мне все. Про баб? Про мужа. Что такое? Что же это такое? Ой, ты, господи! Полина! Милена! Полина! Полина, ты хоть в курсе, что у вас на кухне пожар? Ну что ты сидишь? Сгорите, я вас себе жить не возьму. Ба, выключи, пожалуйста. Это был для папы подарок. Красивый, но взрослый. Не для тебя. Симпатичный и опытный. Для меня. В таком случае ты нужна ему, как рыбе зонтик. Так, ну и что ты предлагаешь? Мужчину можно взять двумя способами. Или длительной осадой, или стремительной атакой. Но осада это скучно. Хотя подумаю. Эти полоумные точно всю квартиру спалят. Вот. Милен, спасибо, конечно, большое. Ну, может, не стоило так из кожи вон лезть? Ты знаешь, в этом году загадай вот что-нибудь, вот то, чего тебе действительно хочется. Какое-то сокровенное, тайное желание. Коль, ну ничего, сейчас мы еще раз зажжем, да? Поль, давай сюда с Не надо, Поль, не надо. Давай лучше за стол сядем. Садитесь. Да. Ну ладно, тогда за стол. Так, что у нас? Овощное ризотто, салат из редиса и сельдерея, очень полезный для мужчин. И именинный торт. Без сахара, сливок и без масла. Коль, тебе что, совсем не понравилось? Что, вино? Нет. А, это? Ну, по правде говоря, очень вкусно. Просто я что-то устал сегодня. У меня там клиенты, заказы, голова кругом. Пойду прилягу. Давай. Так что, спасибо. Я что-то одного не пойму. Это что, так изнуряет посуду продавать? А ведь он был перспективным инженером. Мама, ну сейчас такие времена. Кому нужны инженеры? Время продавцов и менеджеров. Ба, не начинай. Мам, ему ничего не понравилось. Ну, с чего ты взяла? Я думаю, он все оценил. Просто у мужчин вербальное выражение подтормаживает. Маниакальная слепота. Да? А ну, раз вы такие все тут семейные психологи, идите уже спать.
Черт. Вот что значит плотно поужинать. Опять. Эх, Коля, Коля. О, боже мой! Что такое? Плюс 123 грамма? 500. Боже ты мой, все на разгрузку. О, идеальный член семьи. Молчаливый, ест травку, глаза зря не мозолит. Кстати, ты уже определилась, как его будешь называть? Тогда я предлагаю лорд Горинг. Ну какой же это лорд? Лорд Горинг – это идеальный муж. Пьеса Оскара Уальда. Милая моя, надо читать классику. Мы когда собрались на первую репетицию… Мама, я прошу тебя, не начинай. Ну вы вообще, почему не разбудили? У меня зачет сегодня. Твоя учеба – это зона твоей ответственности. А довольный мужчина в доме – это зона твоей ответственности. Так, понятно. Поем в кафе. Пока. Только, Поля, слышишь? Только никаких соусов и полуфабрикатов. Да-да. Мама, в твоем возрасте пить такое количество кофе просто вредно. Надо пить зеленый чай или лучше просто воду. Ой, уволь, пожалуйста. Кофемолка – это единственная радость в твоем доме. Моя и твоего мужа. Угу. А где, кстати, он? Ушел. Насовсем? Господи, ну что за идиотские шутки по утрам? Обмениваетесь записками после 20 лет брака. Очень романтично. Да, поддерживаем коммуникации на должном уровне. Ну и что там? Проза, стихи? Лаконичная проза. Значит, все-таки ушел. Девушка, вы что, куда? Как бы мне попасть вовнутрь? Так пропуск нужен? Вы же видите, у меня нет пропуска. Да вы к кому, собственно? Мне нужен Николай Друкаров. Он старший менеджер. Друкаров? Что-то я не припомню такого менеджера. Слишком много их развелось. В какой он фирме у вас работает? Фирма. Отдел по продаже кухонной посуды. Старший менеджер по работе с клиентами. Ничего не путаете? Я? Вы что, издеваетесь? Думаете, что я не знаю, где мой муж работает? Ну, раз вы знаете, вот там табличка с номерами фирм, названиями фирм. Ну, пойдите разберитесь, где у вас там муж работает. Угу. Хорошо. Здрасте. Юрий Петрович, вот тут дамочка интересуется менеджером по работе с клиентами. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как бы мне найти Николая Друкарова? Друкарова? Угу. А вы ему, собственно, кто? Я? Это жена его. Документов, правда, я не видел. Бывшая? Почему бывшая? А из чего вы делаете такие выводы? Жена и не знаете. Чего я не знаю? Подождите, что-то случилось? Николай уволился полгода назад, по собственному желанию. Как уволился? А куда же он пошел работать? Это он мне не докладывал. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Элеонора Павловна, это в честь первой нашей с вами совместной репетиции на сцене. Ой, очаровательно. Слушайте, я же вас видел еще на сцене БТТ. Да? Я же тогда совсем мальчишкой был. Господи. Хотел артистом стать. Ну и кем же вы стали? Бухгалтером. Ну, я так и подумала. Господи, стоять с вами на одной сцене с кумиром моей юности. Это... Ну что ж, молодой человек, пойдемте сыграем с вами любовную сцену 40 ваших лет спустя. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Вы в театр?
Алло. Да, да. Все правильно вы поняли. Да, прием сегодня будет позже. Но я же вам послала смс-ку. Послушайте, ну могут быть у психолога свои дела. Да, все. Извините, я сейчас вообще ничего не могу обсуждать. Угу. Ничего себе. Ресторан «Блаш»? Господи, я ничего не понимаю. Так, где тебя носит? У нас вечером банкет на 30 персон, а ты все по рынку дефилируешь. Так пробки, Эдуард Иванович. Пробки. Ты отсюда вылетишь пробкой, если вечером банкет завалим. Катя! Катя, принимай! Опять шумит? Да. Сейчас коньячка выпьет, через 5 минут придет другим человеком. Ну что, подсобку? Месье. Ой. Чего, отравилась, что ли? Живот болит? Ага. 9 месяцев как. Ой, да, Господи, только б не сегодня. И не забываем сдавать рефераты. Дягилев, тебя это особенно касается. Че сразу Дягилев? В среду в 11 ровно. Всех жду у здания. Не опаздывать. Студентка Друкарова, выйдите немедленно. Я повешу нашу фотографию в деканат. А пусть все знают, как я вас люблю. Да вы... Да вы дура. Лидочка, здравствуйте. Это вас Дмитрий Игоревич беспокоит. Вы можете мне прислать адрес родителей студентки Друкаровой? Элеонора Павловна, вы сегодня превзошли саму себя. Вот если бы мне сказали, что я превзошла Сару Бернар. Слушайте, не знаю, я ее не видел на сцене. Ой, как жаль. Вы еще не родились тогда, конечно. А ведь я ее уже аплодировала с галерки. Да? Ну что вы так удивляетесь, голубчик? Я ведь еще до революции родилась. Правда? Боже мой, я всегда знала, что бухгалтерия – это кладбище чувства юмора. До свидания, голубчик. Но я надеюсь, еще не все потеряно. Я тоже. Так, что это за смех? Че стоим? Вы на часы смотрели или нет? Банкет через 2 часа. Да мы помним, Эдуард Ливонович. Закрою это заведение к чертовой матери. Как закроете лучшее заведение в городе? О, а это кто сейчас выступил? Конечно, у меня лучшее заведение, только потому, что я здесь все делаю сам. Ну, хорошо, хорошо, кроме готовки, но все остальное это сам. Что случилось? Ну что еще, обожглась, что ли? Что, палец? Рука, нога, что такое с ней? Кто-нибудь скажет? Все рожаю я. Что? Все быстрее, скорую, мамочки. Позвони. Что рожаю? Как это рожаю? С чего это вдруг рожаю? Это что, не просто живот? Это сложно, живот. Я... Там еще двое, Эдуард Иванович, извините, Ну... я не хочу, чтобы вы рассердились.
Значит так, делайте, что хотите, рожайте, как хотите, а чтобы ужин сегодня кухня выдала. У нас, между прочим, мероприятие. Мы без Кати-то никак, Эдуард Ливонович. А где я тебе сейчас повара найду? А, Эдуард Ливонович, а можно я? Я все рецепты знаю, и Катя часто помогала. Во, Катя подтверждает. Скоро сейчас будет. Ну так можно я попробую? Попробуй. Тихо, Катюха, все нормально будет. Попробуй мне только мероприятие сорвать. Вы здесь, вы... Я... Черт знает. Может, яблочко? Можете водички. Здрасте. А это театр? Народный театр. А вам люди не нужны? Актер? Не, я это не могу. Художник нужен, рабочий нужен. Сможете? А Нора Бекетская у вас играет? Естественно. Ну так как? Ну, художником вряд ли, а рабочим могу. Отлично. Вперед! Восьмой стол. Добрый вечер. Я шеф-повар. Временно, правда? Ты это где научился так делать? Да вы понимаете... Так Талмуд готовит только у меня на родине. Молодец? Правильно делаешь, по-татарски. Спасибо тебе, дорогой, порадовал. Спасибо вам большое, спасибо. Скажи мне, ты этому у татарского повара учился, да? Вот тебе. Научился по книжке. По какой книжке? Кухня народов мира. Алло. Да, я вас слушаю. Милена Валентиновна. Ой, только, пожалуйста, не надо мне сейчас по телефону ничего объяснять, хорошо? Приходите ко мне на прием завтра в 12. Да, записывайте адрес. Ну, как вам лучше? Да, намного. Ну все, кровь уже не идет. Ладно. Да вы сидите, не вставайте. Посидите пока. Да куда сидеть-то? У меня заказ в море. Вы мой герой. За меня еще никто никогда не заступался. Вы настоящий. Это что такое? Производственный роман? Рита, я тебя предупреждал, ты опять за старое. У нас тут не бордель, а предприятие общественного питания. Я тебе серьезно говорю, я тебя уволю к чертовой матери. А так вы меня увольняете. Где я виноват? Ну, это я к ней приставал. Так что увольняйте меня. А я не могу, Коль. У нас заказ на 100 персон. Так, где мое лекарство? Ну что она? Заперлась у тебя в квартире. Плохо. Главное, непредсказуемо. Нет, ну папа, конечно, вообще без всякого объявления войны. Ну, не о чем жалеть. Если ты не нужна мужчине, нечего тратить на него время. Значит, это, скорее всего, не твой мужчина. Ты думаешь? Я в этом уверена. Так, где у вас запасные ключи от моей квартиры? Итак, что у вас случилось? Все. А
поконкретнее. Ушел муж. Уволили из консультации. Успокойтесь. Давайте чуть поподробнее. Почему вас уволили? Я не прошла аттестацию. Представляете? Я кандидат наук. У меня масса клиентов. Я вообще всегда котировалась как прекрасный специалист. Я вообще ничего не понимаю. А почему же вы не задали вопрос руководству? Это унизительно. Хорошо. А что с мужем? Та же история. Без объяснения причин. Вы хороший специалист. У вас статьи. Не надо иронизировать. Я считала нашу семью чуть ли не идеальной. Видимо, в этом вопросе ваши взгляды с мужем не совпадали. И что мне делать? Примерить его. Я серьезно. Просто чтобы стать другим человеком и посмотреть на проблему со стороны. Думаешь? Проверено. Знаешь, я еще не решила, что я буду делать с этими фотографиями. В смысле? В смысле, мне нужно подумать. Я не могу их использовать. Это грязно и противно. Фу. Тогда зачем я все это делала? Зачетка рисковала. Ты вообще как, в уме? Знаешь, а это была твоя идея. Дурацкая. Почему дурацкая? Я в кино такое видела. Нашем? В американском. Ну вот. Может быть, попробовать длительную осаду? Здравствуйте. Я вам звонил вчера. Угу. Опаздываете. В следующий раз приходите вовремя. У меня же расписание. Заходите. Извините. Так, ну, давайте. Рассказывайте, какие у вас проблемы. Так сразу, да? Угу. Хорошо. Я преподаватель. Преподаю в университете. Доцент. Так, прекрасно. Спасибо. И по роду своей деятельности я нахожусь в контакте с молодыми девушками. Ну и так случается, что они, увлекаются мною. Ну, тем более, что ваша внешность проблему усугубляет. Да. Классическая ситуация. Я бы сказал, щекотливая. Вот и сейчас Полина набросилась на меня с этими поцелуями. И все это сфотографировала ее подруга. Девица без рефлексий. Дальше? А дальше? Ну, дальше вот я у вас. Ой, извините. Скажите, вы можете конкретно сформулировать, в чем ваша проблема? Я вроде все сказал. И я так понимаю, это теперь наша с вами проблема. Наша? Минуточку. Нет, я понимаю, что психологически проще поделиться трудностями, и они сразу как бы утрачивают первоначальный вес. Да. Но давайте вернемся к главному. Да, давайте. Ну, что мне делать с Полиной? Ну, я думаю, что надо поставить вопрос о ее пребывании на вашем курсе. То есть вы хотите, чтобы я, чтобы она оставила занятия у меня? Ну и, конечно, надо сообщить вышестоящему начальству. Ну, раз вы считаете,
А вам не кажется, что это как-то, ну, не по-мужски, ну, некорректно? Но это поможет решить проблему. Да? Слушайте, вы такая решительная, знающая, волевая. Я даже вот не ожидал встретить в лице матери. Перенос. В смысле? В смысле, не надо на меня переносить все свои проекции, детские страхи. Ага. Не надо. Не понял. Вернемся к главному. Да. Вам надо быть решительным в вопросе с влюбленной девушкой. Ведь только взяв инициативу в свои руки, вы становитесь настоящим мужчиной. Решительно, смело, без обиняков. Так, ну все, я пошла. Полина. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мне надо с вами поговорить. Да. Серьезно поговорить. Да, серьезно. В общем, я решительно заявляю, продолжения больше не будет. Вы должны перевестись на другой факультет. Лекции вам будет читать мой коллега, профессор Семенович. Если вы не переведетесь, я буду вынужден сообщить вышестоящему начальству. Как бы неприятно мне это не было. Спокойно, спокойно. Как, подождите, но... Постойте. Или вы переводитесь на факультет культурологии к профессору Семеновичу, или... Я не хочу к Семеновичу, я же искусствовед. Послушайте, Полина. Да все. Полина, мне надо быть решительным. Или я буду вынужден пойти на крайние меры. В общем, я вас жду в деканате с заявлением. Да, с заявлением. Господи. Что такое? У тебя что, прием сегодня отменился? Почему? Просто будет позже. Ну, ты подумала о том, о чем мы вчера с тобой говорили? Если не можешь вернуть этого, ищи другого. Ты подумала об этом? Мама, мне никто не нужен. Это иллюзия. Это вечная женская ошибка. Одна проживу. Поверь мне, я-то знаю, ничего хорошего в этом нет. Алло? Да, здравствуйте. Нет, извините, я не смогу сегодня вас принять. Ну, послушайте, я не обязана перед вами отчитываться. Да, и еще я хотела вам сказать, вам непременно нужно научиться справляться самому. Потому что иначе моя психотерапия, ну, просто бессмысленна. Да. Хорошо, всего доброго. До свидания. Неожиданно. Ты отказала пациенту. Придайте мне позу крайнего изумления. Фантастика. Опаздывайте. Хотите, я вас подвезу? Здрасте. Вы ко мне? Я без звонка не принимаю. И Да я знаю, я вам только что звонил, а вы сказали, что... Ну да. Знаете, давайте так. Вы мне по дороге расскажете, что там у вас. Мы во всем разобрались благодаря вам. Теперь Полина будет слушать курс профессора Семеновича вместо моего. Я так волновался, но вы вселили в меня такую уверенность. Если честно, рядом с вами я чувствую себя совершенно другим человеком. Это моя профессия. Я помогаю людям обрести себя, решить проблемы в отношениях, разобраться в собственной личности. Я понимаю, что ситуация такая неоднозначная, но я бы очень хотел пригласить вас в ресторан, ну, например. Нет, это невозможно. Почему? Полина. Да нет, при чем тут Полина? Вы мой клиент. Кто? Вступать в отношения с клиентом неэтично с моей стороны. Кстати, вы не заплатили мне за прошлый визит, что неэтично с вашей стороны. Я сразу не понял. Ну, что я для вас. Ну что, извините, в общем, я исправлю свою оплошность. Прекрасно, Дмитрий Игоревич. Ого! Стервозные тоже плачут, вот не ожидал. Слушай, отстань.
А еще говорят, горе меняет человека. Лирическую? Иди куда шел. Ладно, понял. Отвалил. Что, неужели все так плохо? Он меня не любит и никогда не полюбит. Он меня дурой назвал. Серьезно? А ты знаешь, скольких дур любят? Притом безумно. Ты что, серьезно? Серьезно. Дура, он сказал тебе, и ты рыдаешь. Вот теперь ты рыдаешь, не понимаешь, что все будет хорошо, 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 хорошо. Эх, ладно, разжалобила ты меня, так уж и быть, угощу тебя пирожным. Какой будешь? Эклер. Эклер? Я почему-то так и думал. Ладно, держи гитару, 5 минут, сейчас вернусь. Спасибо. Коля. Привет. Привет. Прости, что отвлекаю тебя от работы. Ничего. Ничего, что я на ты? Ничего. Все нормально. У тебя не найдется имбиря? А я как раз чай делаю. Сделать тебе? Да. С лимоном? Да. И с имбирем? Да. И с медом? Да. А я специально пришла сегодня пораньше. Хотела тебя увидеть. Вот, увидела. Мой спаситель. Вкусно? Да. Мадам. А? Мне кажется, вы ошиблись дверью. Здесь кухня. Туалет там, при входе. Благодарю, я воздержусь. Я всю жизнь мечтала встретить человека, хоть чуть-чуть, хоть немного похожего на вас. Да, я уважаю ваши чувства, но я женат. Я женат давно и безнадежно. Послушайте, ну кого сейчас можно испугать штампом в паспорте? Милочка моя, у нас на сцене советская эпоха. Не отвлекайте. Я не знала. Продолжайте, пожалуйста. Невозможно продолжать. Чего вы все время выходите из состояния? Но вы же профессиональная актриса. Вам не привыкать играть в трудных условиях. Что вы все время ноете? Прочь. Прочь, свеча ничтожная. Что жизнь? Всего лишь тень. Артист, что жалко тужится на сцене, чтобы затем навек с нее исчезнуть. Рассказ безумца, полный ярости и силы, но полностью лишенный капли смысла. Браво! Леди Макбет. Браво! 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 Профессиональный артист может не только репетировать, но и играть в любых условиях, деточка.
У меня перерыв. Понимаете, раньше меня муж ужасно ревновал. Ну, я вообще пользовалась успехом у мужчин. Ему это не нравилось? Нравилось еще как, прямо заводило очень. Он пойдет к очередному ухажеру, морду ему расквасит, и потом у нас целую неделю полное взаимопонимание. Он же боксер. Вышел из формы? Что? Ну, поправился, перестал тренироваться. Может быть, он боится проиграть по очкам. Ну, и что вы посоветуете? Что делать? Поищите себе поклонника явно более слабого, чем ваш муж. И пригласите его, допустим, в ресторан. И на виду вашего мужа оказывайте ему явные знаки внимания. Так, 1 минуту. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Павел Михайлович. Приветствую Алло, вас. Дмитрий Игоревич. Здравствуйте, это Милена. Я так рад, что вы мне позвонили. Я тоже. Послушайте, а вы уверены, что больше не нуждаетесь в моей помощи? В каком смысле? А, как психолога. Да-да-да, я понял. Прости. Я думаю, я справлюсь. Хорошо. Вы знаете, простите мне мою минутную слабость. Встречаемся сегодня вечером, и я выбираю ресторан. Хорошо. Куда вы, Нур Павловна? Репетиция-то еще не закончилась. У меня голова разболелась. Вы чем-то расстроены? Да. Своим очередным заблуждением. Господи, ну нельзя же в мои годы быть такой идиот. Наивный. Скорее доверчивый и непосредственный. Женщину это очень украшает. Вы так считаете? Я так считаю. Красивая и уверенная. Жизнерадостная и свободная. Не верю. Ой, Поль, а что ты так поздно? Спасибо, что заметила. Не пытайся меня задеть. Да я и не пытаюсь, я же знаю, что это бессмысленно. У тебя же годы тренировок. Мама, я перевелась на другой курс. Как? Вот так. Теперь я буду слушать лекции профессора Семеновича. Семеновича? Что-то какая-то знакомая, чем фамилия. А что случилось? Да это все доцент. Он меня достал. Это он потребовал, чтобы я перевелась с его курса. А что это еще за доцент? А какое он право имеет вообще от тебя что-то требовать? Кто он вообще такой? Слушай, мам, я сама разберусь. Нет, это я разберусь. Это я разберусь с твоим доцентом. У тебя, между прочим, очень приличная зачетка. И почему ты должна на предпоследнем курсе менять тему диплома? Ладно, проехали. Да нет, не проехали. А то вы все говорите, что я глухая, что я эгоистка, что мне вообще нету ни до кого дела, что меня совершенно не интересуют ваши проблемы. Так вот, я докажу вам, что это не так. Слушай, а что ты так завелась? Ты что, из-за папы, что ли? Папы? А при чем тут твой папа? Где он вообще, этот твой папа? Омлеты жарит? Розочкой картошку нарезает? В ресторане с идиотским названием «Блажь». В ресторане? Так, все хорошо. Я спокойна. Вдох. Выдох. Все. Так, я опаздываю. У меня же встреча. Мы с тобой потом поговорим, ладно? Попозже, когда я вернусь. Ладно. Спасибо. У нас несколько обновленное меню, расширенное. Да? А что так? Новый шеф-повар, очень талантливый. Прекрасно. Ну, тогда записывайте.
Значит, я буду салат из спаржи, сельдерея и брокколи, морковное рагу без соли, можно с кардамоном, и ореховый паштет. Все. Пусть ваш прекрасный новый шеф-повар все мне это приготовит по спецзаказу. Ну, мне салатик с курицей и горячий. А что именно? Свинину. Вино? Вино? Нет. Только воду. Без газа и комнатной температуры. Ну, тогда мне газировочки. Знаете, все, что вы сейчас заказали, крайне не полезно. Угу. Нет, ну я, конечно, понимаю, что вы еще достаточно молоды, но вам все-таки надо начинать следить за своим здоровьем. И не только психически. Морковное рагу без соли, с кардамоном, ореховый паштет, салат из спаржи с сельдереем и брокколи. Спецзаказ от дамочки одной. Прям меню моей жены, бывшей. Сделаем. Я думал, она одна такая. Официант, Да? подойдите сюда, пожалуйста. Скажите, вы передавали мою просьбу приготовить это блюдо без соли, только с кардамоном? Угу. Ну тогда пригласите, пожалуйста, вашего шеф-повара сюда. Я с ним сама поговорю. Да, сейчас. И они мне воду без газа принесли. А я газированную просил. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, добрый. Вы знаете, несмотря на то, что вы здесь недавно работаете, все-таки я просила приготовить это блюдо без соли. Там почти нет соли. Ну, давайте это я буду решать, есть там соль или нет ее. Приготовьте мне другое рагу. Конечно. А вашего спутника все устраивает? Ну? Ну как? Что? Сказать. Ну что вы мямлите? Нет, моего спутника не все здесь у вас устраивает. А вы мне сейчас его ощущения будете описывать, да? А это не ваше дело. Папа? Дмитрий Игоревич? Мама? А что тут происходит? Это ты вот так вот с ним разбираешься, да? Поля, это наши отношения. Не вмешивайся, пожалуйста. У вас уже отношения. Здорово. А я кто? Бесплатное приложение к журналу «Психологические тренинги»? Послушай, давай не будем здесь устраивать скандал. Можно подумать, ты сюда пришла с другой целью. Простите, что здесь происходит? Я предлагаю перенести объяснение куда-нибудь в другое место, а? А зачем? По-моему, здесь очень уютно. И моему жениху здесь очень нравится, да? Жениху? Да, мама. Быстро ты ориентируешься. Ну и как? Давно у вас? А что, я не имею права на личную жизнь? Я, между прочим, уже свободная женщина. Нормально, да? Мы еще даже не развелись, 2 дня прошло. Ну, по-моему, вполне нормальный срок для серьезного чувства. Правда? Ну а вы-то что мне мозги пудрили? Зачем вы меня заставили перевестись на другой курс? Это все из-за мамы, да? Это мама ваша посоветовала. Секундочку, что я посоветовала? Ну, чтобы я действовал решительно и по-мужски. Вот, это ее любимые рекомендации. Но лучше всего это получается у нее самой. Да? Да. Мама, как ты вообще могла? Ты должна была мне сразу рассказать, а ты врала, ты предательница, а вы вообще… Оля, пожалуйста, прекрати истерику. Я не поняла. Это что, вы? Это вы доцент? Я доцент, что? Черт! Отличный жених, она даже не знает, кто он. Знаешь что? Что? Не перекладывай свою ответственность на меня. Это вообще ты все начал. С этими своими записками, уходами, с этой блажью. Что-то не нравится? Идите в другой ресторан, скандалистка. Что? А почему вы вмешиваетесь? Так, подожди. Знакомься. Это моя бывшая. Бывшая. Очень приятно, а я нынешняя.
Да, родители. Вы вообще даете. Девушка, подожди секундочку, девушка, а будьте нашу Снегурочку? Ребят, пожалуйста, отстаньте. Да мы серьезно, у нас даже коньяк есть. Девушка, мы же с Сибири, мы сюда приехали, костюмчики привезли. 2 недели по Петербургу ходим, но ни одна девушка с нами не хочет знакомиться. Девушка, покажите нам город. Парни, а что случилось-то? Опа, а что такое? Ну как что, Новый год закончился, или вы оленей потеряли? Каких оленей? Каких северных? Поль, что стоишь? Садись в машину. А, вот так вот. Че они все такие хмурые-то здесь, а? Че, у него свой Дед Мороз, не видишь ты? Опа, о. Девушка, а будьте нашей Снегурочкой. У нас и коньячок есть, девушка. Твоя машина. Стильная. А как же твое пение по автобусам? На бензин зарабатывают. Ну что, куда поедем? Хочу напиться. Ничего себе. Серьезное заявление. Только предупреждаю, пить буду много, потому что я вообще не пью. Мой первый муж был ужасно ревнивый. Он просто изводил меня своими претензиями. В театре следил за мной, таскался за нами на гастроли. Ну, мне это надоело, в конце концов, и я от него ушла. К Дорошину. Вы с ним прожили всего 2 года, потому что, ну, в общем, он оказался человеком увлекающимся. Нет, он был верен мне. Вернее, был бы. Просто он был таким красавцем, что все женщины вешались ему на шею. А он не умел отказывать. Да. А 3-й ваш муж оказался слишком Увлечен своей наукой. И мне стало скучно. Послушайте, вы что, все про меня знаете? Почти. Я потерял вас из виду, когда был откомандирован за Урал, а вы ушли из БДТ. Погодите. Как вы сказали, вас зовут? Гера. Гера? Так вы Гера. Гера, от которого были самые красивые букеты, самые прекрасные поздравления и самые добрые слова. Значит, вы все-таки запомнили меня? Конечно. А сейчас я на пенсии. Вот устроился рабочим сцены в театр, когда узнал, что вы там играете. Как? Из-за меня? Из-за вас. Смотри, это в мои-то годы. С любовью от народного артиста Сережки Макаркина. Помнит хулиган. Полинка спит? А разве она не у тебя? В смысле? Ну, мы поругались, и она не захотела идти домой. И на звонки не отвечает. У меня ее нет. Как? А где же она? Так, давай. Все? Да. Давай потихонечку. Аккуратненько. Так, держись здесь. Сейчас, подожди. А где мы вообще? В одном гостеприимном доме. Ты же к себе домой... Ой, не захотела ехать? Ну вот, ни в какую. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я вижу. Тихо. Так, ты вообще сегодня ел что-нибудь? Ну все, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас найдем что-нибудь и перекусим. Ой, ты чего?
дом должна первой входить кошка. Подружкам звонила? Да я толком не знаю никого. Так ты интересуешься проблемами дочери. Семейный психолог. Мам, ну перестань. Ну где она может быть? Николаю звонила? Николаю? Алло, Коля? Да теща твоя, бывшая уже. Полина не с тобой? Нет, ничего не случилось, она пропала. Да не психуй ты. Ищем мы. Ждем. Мам, да, я сама поговорю. Алло, Коля, это я. Рит, прости, мне сейчас не до тебя. У меня дочь пропала. Давай потом поговорим, хорошо? Да, Милен? Конечно. Да, если она объявится, я сразу тебе сообщу. Почему я виноват? Да какие бабы-то? Да, это моя невеста. А что? Я, между прочим, тоже имею право на... Кретин. Мам, что делать? Гера, извините, я не разбудила? Нам срочно нужен мужчина, мне и моей дочери. Что ты несешь? Вы могли бы сейчас к нам приехать? Никит. Слушай, а где мы? Мы в доме. А чей это дом? Как мы сюда попали? На машине приехали вчера. Не, я помнила бы. Ты напилась. Я вообще-то не пью. Ну, значит, это не ты вчера заползал на четвереньках в дом со словами «кошки вперед». Ага. Ужас. Слушай, а чей это дом? Черт! Забыл включить, что ли? А? Что случилось? Он включил сигнализацию. Мы что, пробрались в чужой дом, что ли? Значит так, сейчас сиди и, главное, не двигайся. А я попробую проползти и выключить сигнализацию. Поняла? Ага. Знаешь что? Что? Я сейчас встану и уйду, меня дома ждут. Если ты встанешь, тебя будут ждать от 3 до 5 лет. Слушай, это бред какой-то. Черт! Заглушить мотор! Выйти из машины! Все, мужики, все! Я не знала, что это чужой дом. Сейчас разберемся, что к чему. Командир, это какая-то ошибка, я сейчас все объясню. Руки на машину! Да, вы полегче, мужики. Придурок ненормальный. Дамы, вы только не волнуйтесь. Она нашлась.
Где? В полиции. Довела ребенка. Поехали! Поехали! Поехали. Ой, вы? Как хорошо. Не рады? Очень, особенно тому, что вы на машине. Залезайте. Ну что вы стоите? Поехали. Давайте. Фу, ёшкин, вот я же говорю вам, никому мы не приставали. Мы из Сибири приехали в Питер, в культурную столицу, на Новый год. И тут документы потеряли, понимаете? Нам на лесопилку нам нужно на работу. Отпустите нас. Господи, во что ты меня втянул. Да не переживай. Мне и так сложный период в жизни. Да не переживай ты. Сейчас адвокат придет, нас выпустит. И мы все вернемся к своим жизненным драмам. О, девушка, постойте секунду. Она нас знает. Девушка, подождите, скажите, что мы не хулиганили. Слышь, встань на место. А с чего ты решил, что нас отпустят? Потому что так всегда бывает. Появляется большой и сильный папочка и решает проблемы своего непутевого сыночка. Чей папочка? Никита Алексеевич, пройдите, пожалуйста, со мной. Ну вот видишь, я же тебе говорил. У моего папы нет проблем, есть решение. Куда меня? Вы можете быть свободны. Ну, было бы странно задерживать вас за проникновение в собственный дом. Вот. И звонил ваш отец, прислал машину с водителем. Так что все нормально. Извините за недоразумение. Так это был твой дом? Слушай, а чем мы тогда убегали-то, а? Скажите, а я куда? А вот, кстати, вы подозреваетесь в проникновении в чужое жилище. Не-не-не, без нее никуда не пойду. Она моя гостья, это я ее привез к нам в дом. Так, молодой человек, официально дом принадлежит вашему отцу, а не вам. Так что, если он захочет подать иск, мы можем возбудить уголовное дело. Так что до выяснения обстоятельств девушку выпустить никак нельзя. Дайте мне телефон, я ему позвоню. Да я сообщила. Он все-таки отец, да? Отец. Спокойно, Отец. будем сдерживать свои эмоции. Так, надо решить, кто пойдет, да? В таком случае, Гера, я думаю, нужно идти вам. Хорошо, я все выясню сейчас. А где молодая невеста? Отсыпается? Завтрак готовь. О, у вас в семье 2 повара? Прекрасно. Голодными точно не останетесь. Милена, прошу, зайдите, пожалуйста. Здравия желаю. Потому что мать есть мать. Осторожно. Спасибо. Вы подтверждаете, что задержанная ваша дочь? Да, конечно. Мама! Олечка, девочка моя, иди сюда. Ты цела? Ой, только осторожнее, а то я не все вчерашнее переварила. Ну вот, я же тебе говорил, что все будет нормально. Здрасте. Здрасте. А вы, собственно, кто? А он, собственно, никто. Пойдем. Пойдем. Мы пойдем. Да. Ничего себе, никто. Так, а он что здесь делает? Водителем работает. Понятно, я поеду с папой. Потому что отец есть отец. Так и будешь молчать? Что, надо что-то говорить? Ну, хоть кто-нибудь что-нибудь мне скажет. Что вообще происходит? Ну, мы с мамой решили расстаться. Это не свежая новость. Ты женишься? Нет. Я наслаждаюсь одиночеством. Ну и как? Да не очень, если честно. Послушай, а у мамы
с этим ботаником? Серьезно? Да, похоже, что действительно не очень. С одиночеством. Ну что, сын, куда тебя в следующий раз с твоими друзьями занесет? Я уже устал тебя вытаскивать из всех этих историй. Из каких историй, пап? Не надо только преувеличивать. Вернулся бы ты в институт, сынок. Я тебе уже сказал, что я не хочу быть экономистом. А я сказал, что ты должен получить достойное образование. Актерский, нормальное, достойное образование. Актерский? Это не образование, сынок. К тому же, сынок, ты же завалил экзамены. Какой актерский? Ничего страшного, я снова попробую. И снова завалишься. Милена, я бы хотел повторить попытку. Вчера не очень получилось. Может быть, нам пойти в другой ресторан? Ну, Черт, а? Козел, а? Кто козел? Я козел? Дмитрий Игоревич. Да и мама тоже хороша. Действительно. Вообще, может, постеснялись бы, а? Тут как бы двор, люди смотрят. ну что, иди, дорогой, тебе пора? Значит, я позвоню. Конечно, я буду ждать. Иди. Полина, пойдем домой, нам пора с тобой поговорить. Я всегда знала, что ты отвратительно водишь. Только не надо, ладно? Я вожу хорошо. И не надо делать идиотских выводов, из каких личностных мотивов я вдруг врезался в мусорный бак. Ну, хорошо, что ты это понял без моей помощи. Хорошо. Да? Да. Полина. Как же вы меня все достали-то, а? То есть ты считаешь, что у меня все несерьезно, зато у тебя чувства самые, что ни на есть, серьезные и важные, да? Мам, откуда такие выводы? Из опыта и профессионализма. Ты просто увлеклась, а я провожу сеанс твоей терапии, развенчиваю образ псевдоизбранника, пытаюсь вернуть тебя к реальности. Я применяю на практике свою разработку. Кстати, это тема моей перспективной докторской. А я подопытный кролик. Знаешь, мам, а ты лучше ставь эксперимент по поводу возвращения папы в семью. Куда более перспективно, чем твоя докторская. А то он женится на этой малолетке, да еще и танцовщица в придачу. Ну и пусть. Пусть сравнит сильную, состоявшуюся личность с этой невоспитанной, необразованной хабалки в вульгарных блестках. Фу, какая пошлость. Мама, до тебя же невозможно достучаться, ты слышишь только себя. А ты вправду Тетерев. Поля! Вот это я играла служанку Кейти. 3 сцены всего, но рисунок роли был просто удивительный. А вот это был восхитительный спектакль. Гера, вы посмотрите. Понятно. Ну что, ты на меня еще злишься? Нет, пытаюсь выбросить из сердца псевдоизбранника.
А что, мне уже пора на сеанс психотерапии? Дурдом. Милена, там к тебе пациент пришел. Ты не могла бы его принять в своей квартире? У меня там Гера спит. Какой же пациент? У меня на сегодня никто не записан. Странно. Пожалуйста, проходите. Я довольно влиятельный политик и бизнесмен. А я думала, что политики не имеют права заниматься бизнесом. У вашей дочери и моего сына взаимоотношения. Я заметила. Согласитесь, мне тоже не нравится эта ситуация с полицией. Я считаю, что мы должны объединить наши усилия. Они дурно влияют друг на друга. Скажите, а что вы хотите конкретно от меня? Скажите вашей дочери, что она не пара моему Никите. Вот как. А вы интересовались взглядами Никиты на эту проблему? Присаживайтесь. У меня нет времени и желания на досужие беседы. Жаль. Я думаю, что вам это просто необходимо. Вы знаете, когда вам станет совсем плохо, позвоните мне, запишитесь на прием. Что? Я думаю, что с такими жизненными установками вы долго не протянете. Как насчет моего предложения? Я подумаю. Мы все слышали. Будешь меня обрабатывать? Ну что ты? Наоборот. Скажи, у тебя есть телефон Никиты? А тебе зачем? Ну просто позвони ему. Возьми и позвони ему сейчас. Скажи, что соскучилась. Назначь встречу. Только тон должен быть сдержанный, пусть поволнуется. И не говори, что к нам приходил его отец, потому что это может усилить конфликт в семье. А я уже собиралась уходить, думала, ты не придешь. Сори, должен был смотаться в одно место. Вот за этим. А ты классный. Да? Знаешь, другие бы на твоем месте сидели, курили бы бамбук. А ты пытаешься не зависеть от отца. Ну, вот именно что, пытаюсь. Ну что, пойдем гулять? Пойдем. Мы так не договаривались. Нет! Слушай, я тут одно место классное знаю. Что вы здесь делаете? Жду. Ну, заходите. И? В смысле? Цветы вы мне принесли? Да. Хотел сюрприз. Спасибо. И еще. Вот. Паспорт? А зачем мне ваш паспорт? Вы можете проверить, он абсолютно чист. В нем только штамп о разводе. А я бы хотел, чтобы был штамп о браке. Прекрасно. И чем я вам могу помочь? Согласиться. Вы хотите, чтобы... Вы хотите жениться на мне? Да. Credo che sia estragone. Non sono sicuro. Invitiamo l'autore. Спасибо. Официант, пригласите, пожалуйста, вашего шеф-повара. Мы хотели у него кое-что уточнить. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, в соусе есть эстрагон?
Эстрагон. Он же Тархун. Си? Си. И Чабер. А где вы учились? У вас такой тонкий вкус. Ну, я вообще на инженера учился. Это у меня так, хобби. Так вы самородок? А какое у вас фирменное блюдо? Вы могли бы его приготовить для нас? Конечно. Конечно. Отец хочет, чтобы я вернулся на экономический, но я хочу стать, только не смейся, Ну, не буду. актером. Ты что, серьезно? Ну ты обещал не смеяться. Да дело не в этом. Просто я знаю, что это такое. У меня бабушка актриса. Что, правда? Правда. Вау, здорово. Ну, я поступал в этом году и слетел со второго тура, вот. Хотя, ты знаешь, мне показалось, что я хорошо читал. Ну, правда, ты знаешь, и другие педагоги, они так смотрели с интересом, вот, но не поступил. Я все равно буду в этом году еще раз поступать. Слушай, а хочешь, я тебя познакомлю со своей бабушкой? Она могла бы тебя поднатаскать, как-то помочь в поступлении. Правда, она у меня очень хорошая актриса, известная. Серьезно? Да. Кролик по-венгерски. Не пробовал. Ну, я тут немножко рецепт усовершенствовал. Questo è grande. Я представитель кулинарного итальянского клуба и хотел бы вас пригласить к нам на стажировку в Милан с возможностью возглавить кухню одного из наших ресторанов. Вот вам моя визитка. Имейте в виду, 2 раза такое предложение не поступает. Я понимаю. Я готов. Перфетто. Так, вот, значит, едва зная человека, ты собралась за него замуж, да? Мама, помнится, ты за своего 3-го вышла на 2-й день знакомства, нет? Это была любовь с первого взгляда. А, любовь. И потом речь идет не обо мне, а о тебе сейчас. Правда? Да. А что обсуждать? Нормальный, интеллигентный мужчина. А Николай, значит, от Сахи. А при чем здесь Николай? Он ушел, мы разводимся. Он вообще себе нашел другую женщину. А Дима милый, воспитанный. Он молодой. Слишком молодой. А мне говорила пожилой. Правильно, так и получается. Для тебя он пожилой, а для твоей матери он молодой. И еще и он кривой и косой, и мама. Ну что ты мелешь? Это Никита. Здрасте. 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 Ба, мы вообще-то к тебе. По делу. Так. Так выбраться, желая из хлопот, нередко человек имеет участь ту же. Одни лишь только с рук сживет, глядишь, другие нажил. Хуже. Так, запомни и процитируй матери. Ну что, плохо? Так не взяли, говорите? Нет, не взяли. И кто был в комиссии? Захарова, Коломиец и Нигу. Володька! Володька Нигу! У меня же с ним в 80-м году был головокружительный роман. И он пришел ко мне в гримерку вот с таким букетом. Ба, не начинай. Ничего нельзя сказать. Принеси мне записную книжку. Сейчас попробую ему позвонить и узнаем. Коленька, не уезжай, пожалуйста. Я все для тебя сделаю, слышишь? Ты еще сможешь меня полюбить. Колечка, ну пожалуйста, ну а если там тебе какая-нибудь женщина итальянская хоп и крутит, ну что я буду делать? Ну все, ну успокойся, ну все, ну чего ты? Как не приду, ты все делом занят. Коль, отвлекись на минутку. Значит, здесь заявление о твоей выписке из моей квартиры. Еще хочу, чтобы мы с тобой завтра подали заявление о разводе. Нас с этими бумагами разведут в один день. Дочь у нас взрослая. На. Вот это по делу. Так, тихо там. Завтра, значит, да? Угу.
А я не против. Да, завтра так завтра. Мне сейчас предложили работу в Италии, да, шеф-поваром. Так что теперь жилплощадь у меня будет в Милане. Ага. Здорово. Рада за тебя. Ну, с катертью тебе дорога. Спасибо. И спагетти в руку. Так говорите, Кожемякин. Да. А чего же удивляетесь, что вас не взяли? Вас срезали не случайно. Вы очень талантливый молодой человек. Очень талантливый и правильно выбрали эту профессию. Но ваш отец не позволит вам поступить. Вы что, не в курсе, что он спонсор учебного театра? Я так и знал. Он на все пойдет, чтобы меня прогнуть. Ну ничего, я с ним поговорю, я ему все скажу. Никит, подожди, нельзя принимать необдуманных решений. Да, твоя жизнь – это зона твоей ответственности. Слушай, не надо со мной разговаривать, как с клиентом твоей мамы. Я сам разберусь. Не лезь не в свое дело. Подожди, Ник. Что ж это такое? Ни тебе спасибо, ни мне до свидания. Что? Ой, погоди, Поля, у меня Гера пропал, кажется. В смысле? Домашний молчит, мобильник выключен. Да он уже час назад должен был быть здесь. Мы договорились с ним сегодня поужинать, он мне даже не перезвонил. Ба, ты что, вправду думаешь, что мужчины меняются с возрастом? Конечно. Конечно, какая же я идиотка. Клиническая идиотка. Ты меня слишком буквально поняла. Вот старая дура. Жизнь меня ничему не научила. Ты думаешь, он позвонит? Я буду ждать. Я про Никиту. А я про Геру. Это надо же так умудриться ошибиться. Ба, это не ты. Это не мы, это просто мужчины, они такие вспыльчивые, непредсказуемые. Обидчивые и ранимые. Лживые и непостоянные. Была у папы. Он женится на этой вешалке и уезжает в Италию. Как тяжело. Как тяжело. Полный облом. Вот сколько с мужиком не живи, он все равно на сторону смотрит. Мне никогда не везло, а у меня было только одно желание – любить и быть любимой. Это не одно, это уже два желания. Девочки, дорогие мои, вы меня простите, пожалуйста. Простите меня, да, Милена, особенно ты. Доченька, я же знаю, что я была плохой матерью, да. Но я стараюсь исправиться и стать хотя бы хорошей бабушкой. Ба. Мам, я тоже хочу любить и быть любимой. И я хочу. Чей? Мой. Гера. Да, Гера, в чем дело? Я уже обзвонила. Что? Как? Что? Да, я родственница. Да неважно, я сейчас приеду. Он в реанимации. Сердце. Надо ехать.
Господи, Герочка, ну что ж ты не сказал, что тебе так плохо? Нора. Я с тобой, Кира. Я здесь. Ты чего такая? Да так. В смысле? Да все не так. Мама с отцом разводится, замуж за доцента выходит. Да еще и Никита куда-то пропал. Твоя мама выходит замуж за твоего доцента? Ну да. И ты ничего не делаешь? А что, я должна фату ее резать? Смеешься? Он вообще павлин. Да еще и тормоз на все 100. Правильно мне мама говорила, что у меня психологические проблемы. Слушай, что я в нем только нашла? Ну, видимо, тоже, что и твоя мама. Это у вас наследственное. Ну, генетика – это тема. Ну да. Только вот если он собирается жить у нас, я к бабушке перееду, потому что мне эти их воркования нафиг не нужны. Не звонил. Так он же женится на твоей маме. Я про другого. Поля! Привет. Здрасте. Здрасте. Сознаю всю меру и глубину. Обещаю справиться. Слушай, а я думала, что ты больше не придешь. Я просто боялся, что ты не захочешь меня видеть. Ну что, мир? Мир. Слушай, а ты на машине сейчас? Да. А поехали в больницу, там бабушка Геру забирает. Поехали, Поехали, конечно, поехали. На завтра. Поехали. Милена сегодня разводится с мужем. И снова замуж собирается. Пожалуйста. Спасибо, вот так родная. вот, без остановки, во вкус вошла. Нет, Дима очень симпатичный молодой человек, но совершенный тюфяк. Ну, может, она еще свою половинку не нашла. Нашла. Это Николай, я уверена в этом. Нора, а твоя половинка? Ты ее нашла? Моя половинка – это ты. С ума сойти, дожить до моего возраста и только сейчас это понять. Ну ничего, поправишься. Мы с тобой поедем в Прибалтику, будем гулять по Таллину. Ой, извини. Вот куда скажешь, туда и поедем. В Таллин. Как скажешь, в Таллин, значит в Таллин. Ой, у Полинки новый друг появился. Такой талантливый мальчик. Представляешь, поступал в театральный институт, так по просьбе отца его завалили. А он боится опозорить свою фамилию. Сам политик, ну куда дальше-то позорить? Кожемякин. Кожемякин? Кожемякин. Так я его лет 20 знаю. Он меня в роте полы драил, пока в спектакле не был занят. Эх, парень был помешан на театре. Сам ставил спектакли и сам же в них играл. Правда? Только очень плохо. Все, развели? Поздравляю. С чем? Ну как? Со свободой и с тем, что мы наконец-то можем расписаться. Слушай, закажи мне кофе. Кофе? С коньяком. Еще творожный штрудель. Как штрудель? Ну а что? Устала я. Траву эту жевать. Погодите, как же? Вы такая современная, волевая женщина и кофе со штруделем? Ну... Но? И что, это вас как-то смущает? Да, ну, вообще да. Хотелось бы знать, на ком я женюсь. Не хочется получать кота-то в мешке. Потому что одно дело свадьба, потом-то совсем другое. Ясно. Ничего не выйдет. В смысле? В прямом.
Вы делаете предложение не мне. А кому? Какому-то образу, который создали себе в голове. Ладно, Погодите, вы куда? я пойду себе сама закажу. Штрудель. Ага. И кофе. И еще что-нибудь жутко неполезное. Ой, как хорошо на улице. Норочка, а давай еще погуляем? Кружок сделаем? Нет, может, вернемся. Тебе нельзя, силы нужно беречь. Не замерз? Нет. А может быть, мы... Аккуратнее, аккуратнее. Ты куда гонишь? Ой. Уже гуляете? Ну, конечно, привыкаем к свежему воздуху. Привет. А вот это Никита Кожемякин. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Здрасте. Здрасте. Вы-то отец молодости. Ну неправда, мы совсем не похожи. Да не злись, я лучше знаю. По дороге расскажу про боевые заслуги твоего отца. Это вам. Спасибо, родная. Поехали. Подожди, Гера, что значит поехали? Тебе нельзя еще. Гера, вернись немедленно. Вернись, я тебе сказала. Я тебе... Настоящий мужчина. Да уж, не соскучишься. Понимаете, я очень любила своего первого мужа. Первого. еще. Да. Первого. А второго? Ну, в целом, как бы в общем. Но все время сравнивала его с первым. Я вам сейчас фотографию покажу. Не надо, не надо. Не надо, да? Вот. И сравнение было, конечно, не в его пользу. Да? Хотя первый муж был, я так понимаю, не самым выдающимся человеком. Нет, да, уже не был, не был. Вот, И недостатков у него куча, да? Да. Ну, в сравнении со вторым, Да. Мгм. И, в общем, общего у вас уже ничего нет, кроме дочери. Сына. Да, простите, сына. Вот. И люди вы разные. Мы разные. Да. И секс раз в месяц. Да, нет, почему же? Раз в неделю. Да, ну, это, кстати, еще допустимый вариант. Но зачем сохранять такие отношения? Вот. Зачем? Вы правильно сказали. И я не сохранила. И теперь, понимаете, почему-то вот я настолько жалею. Он женился на молоденькой, первый мой. Я вам сейчас покажу фотографию. У меня нет фотографии. Она на молоденькой. Такая, знаете, ну, дура дурой. Вот просто, я не знаю, вот. Ну, фигуристая. Она сейчас беременная. Очень может быть. Нет, почему? Не может быть, а точно. 7-й месяц. Уже 7-й. Да что вы, правда? А что же теперь делать? Что теперь делать? Теперь-то что сделаешь? Да раньше надо было думать все. Все уже. Ну да. Ой, спасибо вам, доктор. Спасибо. Да за что спасибо? Ну, не знаю. Вот вы понимаете, вы единственные меня как-то поняли. Вот как-то поняли меня. Не то, что некоторые. Сама дура говорят, ну что это? А кто же говорит-то? Ну вот дама вас замещает в консультации, вот Кукушкина, это вообще. Кто? Кукушкина? Да. Кукушкина? Вместо меня? Здрасте. А я думал, вы передумали. Да не, что вы. Меня теперь здесь вообще ничего не держит. Расчет в ресторане взяли? Взял расчет. В ЗАГСе. Ну, итальянки любят молодых успешных. У вас все впереди. Не жизнь, фондю. Беллиссимо. Спасибо. Ну, с чем пожаловал, сынок? Не с чем, а с кем. Здорово, Кожемякин.
Вижу, узнал командира. Геркулес Анатольевич, вы! А ну, отойдем. Поговорить надо. Так он еще и Геркулес. Ты помнишь свой спектакль? Как ты меня тогда подставил, а? Как тогда генерал орал? А у меня, кстати, сохранились фотографии этого позорища. Геркулес Анатольевич. Если перестанешь гнобить своего сына, я, может быть, не передам эти фотографии в прессу. И, может, даже интервью не дам. И про твои театральные опыты не расскажу. Может, не надо? Знаю, что не надо. Но дам. Ты что, не понимаешь, что у твоего сына талант? У тебя свой талант, у него свой. Ну, что ты киваешь, как китайский болванчик головой? Сказал бы что-нибудь. Так точно. Ну, вот это уже правильные слова. Ой, смотри, Кожемякин, ты мне обещал. Так что слово мужика закон. Есть. Хочешь апельсин? Ну, я пошел. А это что такое? Черепаха. Ну пусть ползает, да? Чего ей все время в коробке-то сидеть? Нет, я про картошку. Что у нас еще случилось? Я думала, это... Ничего. Ты же знаешь, меня уволили из консультации. Я не прошла аттестацию. Ну, слава богу. Это старая новость. Как не прошла аттестацию? Как уволили? Вот я тоже думала. Как? А потом, ты знаешь, оказалось все очень просто. Оказывается, главврач хотел посадить на мое место свою любовницу. Кукушкину. Вот и весь секрет. Ничего личного. Не надо переживать. Кукушкин дом. Правильно сделала, что ушла. Ты такой специалист. Они еще пожалеют об этом. Ты знаешь, я имя черепахи придумала. Муля. Муля? Угу. Представляешь, оказалось, это девочка. Десять минут мне, подождите. Алло, Поль. Ну, я подъехал, спустись, пожалуйста. Привет. Привет. А я вот в аэропорт. Уже? Ну, счастливо тебе. Ну, ты скоро замуж выходишь, поэтому тебе тоже счастье. Давай помогу. На. Ой, прости, пожалуйста. Ты знаешь, я хотела тебе сказать, ты молодец, что ты поменял профессию и вообще все поменял. Правда, так очень немного кто может. У тебя все будет хорошо. Ну, тебе пора уже, наверное, да? Папа. Пап, ну ты хоть звони. Ну да, конечно, конечно. Ну ладно, я поехал. Коля! Коля!
нравишься мне, по двору проходящий, с зонтом или без, ничего не решает. Ты нравишься мне, когда, сидя в кресле, ты глядишь в потолок или просто читаешь. Ты нравишься мне, Коля, восхищенные годы. Коль, ты знаешь, Ты нравишься я мне, хотела... А я не хотела. Я же тоже... Я вообще уезжать не хочу. Ну не уезжай, пожалуйста. Я только с тобой чувствую себя абсолютно счастливой женщиной. Кто-кто, в чем сердце есть любовь и смелость, сумел бы совладать с собой и делом ту любовь не доказать. В делах подобных не размышляй, а то сойдешь с ума. И сегодня я счастлив, меня окликают, а я улыбаюсь, когда дождь моросит, и когда светит солнце, когда на весну надвигается лето. Ты нравишься мне, и в погоды ненастья ты нравишься мне, и на фоне портретов. Ты нравишься мне, стану думать об этом, мне даже во сне это не помешает. Ты нравишься мне на борту с сигаретой, в вагоне метро, на перроне, в трамвае. Ты нравишься мне, так зачем дело стало? Наступит февраль, я скажу тебе это. Ты нравишься мне, и в погоды ненастья ты нравишься мне, и на фоне портретов.